Китай продолжает уверенно наращивать свое присутствие в Евразии, и на этот раз в центре внимания оказалась Армения. Пекин намерен активнее интегрировать Ереван в глобальную инициативу «Один пояс, один путь», которая уже давно вышла за рамки простого транспортного проекта. Сегодня это масштабная геополитическая стратегия, охватывающая десятки стран и влияющая на ключевые маршруты мировой торговли. Об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Армении Мин Чень в интервью турецкому изданию. Он отметил, что в ближайшем будущем между Китаем и Арменией будет подписано соглашение в сфере транспорта. Причем речь идет не просто о строительстве новых дорог или модернизации инфраструктуры. По словам дипломата, предстоящие проекты способны изменить экономический облик всего Южного Кавказа, сделать его не только транзитной зоной, но и полноценным участником глобальных цепочек поставок. Армения, несмотря на свои скромные размеры, обладает важным стратегическим положением. Она расположена на пересечении маршрутов, соединяющих Азию и Европу. И хотя в последние годы страна испытывала серьезные вызовы, как внутреннего, так и внешнеполитического характера, интерес со стороны Китая может стать для нее шансом выйти на принципиально новый уровень развития. Интеграция в проект «Один пояс, один путь» означает для Армении не только новые дороги, мосты и логистические центры. Это доступ к инвестициям, выход на крупные рынки, участие в транснациональных инициативах, где задействованы Китай, страны Центральной Азии, Ближнего Востока и даже Европы. Особую роль в этой архитектуре, как подчеркнул Мин Чень, играет Турция. Китайский дипломат назвал геополитическое положение Турции, ее экономический потенциал и логистическую инфраструктуру незаменимыми элементами в реализации среднего коридора, сухопутного маршрута, соединяющего Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее Турцию. Именно Анкара становится важнейшим транзитным узлом, мостом между Востоком и Западом. Турция не только логистический партнер, но и производственная площадка. Мин Чень отметил, что китайские компании все активнее интересуются возможностями инвестировать в турецкую экономику. Речь идет о таких секторах, как электроника, автопром, особенно в сфере электромобилей, и возобновляемые источники энергии. По словам дипломата, китайский бизнес привлекает и размер турецкого внутреннего рынка, и выгодные условия, предоставляемые таможенным союзом. В частности, уже ведутся переговоры с государственной корпорацией China Energy, одной из крупнейших энергетических компаний Китая. Ее представители намерены инвестировать в турецкие проекты, связанные с зеленой энергетикой. Говоря о двусторонних отношениях, Мин Чень отметил, что между Турцией и Китаем складывается новая модель сотрудничества. Он напомнил, что два государства связывает историческое наследие Великого Шелкового пути – торговой артерии, которая на протяжении веков соединяла Восток и Запад. Сегодня это наследие получает новое воплощение в современных проектах. Дружба, по словам дипломата, перерастает в стратегическое партнерство. При этом он особо отметил позитивную динамику в диалоге между лидерами двух стран – председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Таyyipом Эрдоганом. Их общение, по его словам, позволяет открывать новые горизонты для практического взаимодействия. Однако, несмотря на впечатляющий объем торговли между Китаем и Турцией, по итогам 2024 года он приблизится к 50 миллиардам долларов, сохраняя определенную асимметрию. Более 90% товарооборота приходится на китайский экспорт. Мин Чень признал этот дисбаланс, но выразил уверенность, что со временем ситуация выровняется. Увеличение прямых инвестиций в Турцию, локализация производства, создание совместных предприятий – все это, по его словам, позволит сформировать более сбалансированные и взаимовыгодные экономические связи. В этом контексте интеграция Армении в инициативу «Один пояс, один путь» приобретает особое значение. Включение Еревана в эту транспортную и экономическую сеть означает не просто строительство маршрутов, а открытие новых возможностей для развития всей страны. Для Армении это шанс преодолеть транспортную изоляцию, стать частью крупных логистических коридоров и привлечь к себе внимание международных инвесторов. Кроме того,
Это может создать предпосылки для развития промышленности, туризма, сферы услуг, а также стимулировать приток технологий и ноу-хау. Пекин, как показывает практика, предпочитает действовать последовательно, с расчетом на долгосрочную перспективу. Он вкладывает в инфраструктуру, формирует экономические зависимости, укрепляет связи с ключевыми региональными игроками. Южный Кавказ все больше попадает в орбиту китайских интересов, и включение Армении в эту систему – лишь часть более широкой стратегии. Таким образом, шаги Китая по укреплению присутствия в регионе нельзя рассматривать изолированно. Это продолжение большой игры, в которой экономические интересы переплетаются с геополитическими целями. И если Турция уже заняла свое место в этой системе, то теперь настала очередь Армении. От того, насколько эффективно Ереван воспользуется этим шансом, может зависеть не только его экономическое будущее, но и место в новой архитектуре регионального сотрудничества. На фоне усиливающейся активности Китая в регионе, в Баку прозвучали значимые заявления со стороны посла Турции Бирола Акгюна. Во время визита в местное отделение турецкого государственного агентства «Анадолу» он высоко оценил уровень отношений между Анкарой и Баку, назвав их исключительными. По словам дипломата, это партнерство опирается на прочные основы – общность культуры, языка и истории, которые на протяжении веков связывали турецкий и азербайджанский народы. Акгюн также подчеркнул, что тесное взаимодействие между двумя странами стало возможным благодаря личной роли президентов – Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева. Их стратегическое руководство, по мнению посла, позволило вывести двусторонние отношения на принципиально новый уровень. Отдельное внимание посол уделил значению транспортного коридора Восток-Запад, обозначив его как критически важное звено на евразийской логистической карте. По его словам, раскрытие полного потенциала этого маршрута возможно только при условии достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Если будет подписано постоянное мирное соглашение и открыт Зангезурский перевал, то средний коридор из Китая в Лондон будет значительно расширен, что повысит роль тюркского мира, заявил он. Турция, подчеркнул Акгюн, полностью поддерживает такой сценарий. Дипломат также обратил внимание на укрепление сотрудничества в ключевых секторах – энергетике, транспорте и коммуникациях. Он отметил, что возобновление железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, намеченное на лето, может в разы увеличить объемы грузоперевозок по направлению Восток-Запад. Возможно, это позволит увеличить нынешнюю пропускную способность даже в 5 раз, добавил он. Кроме того, Акгюн рассказал о важном проекте, объединяющем Азербайджан, Грузию, Турцию и Болгарию. Речь идет о передаче возобновляемой электроэнергии через Турцию на европейские рынки. По его словам, география этого проекта может расшириться и охватить такие страны, как Румыния и Молдова. Таким образом, в условиях растущего интереса глобальных держав к региону Южного Кавказа, Турция демонстрирует стремление не только сохранить свою активную роль, но и выступать связующим звеном между Востоком и Западом экономически, политически и энергетически. Поделитесь своим мнением в комментариях под видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых важных и актуальных новостей мира и нашего региона.